От чего зависит яркость и насыщенность цветения орхидеи? Вы знаете, в чем секрет? Я знаю. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Практически каждый любитель орхидей рано или поздно задается этим вопросом, почему зимнее и летнее цветение орхидей отличаются и какие факторы влияют на яркость и насыщенность цветения орхидеи. Часто от новичков можно услышать, что синих орхидей и вовсе не бывает, что все они искусственно крашеные. Правда ли это? Сегодня мы попытаемся разобраться в этих вопросах. Вообще-то, ответ на этот вопрос я знала еще прошлым летом. Но поскольку этому каналу всего 1 год и 3 месяца, достаточной доказательной базы у меня еще не было. А теперь она есть. Все дело в том, что я живу в городе Владивосток Приморского края, а это Дальний Восток России. Климат у нас очень своеобразный, и лето одного года может кардинальным образом отличаться от лета другого года. И если прошлое лето во Владивостоке было очень жарким, и температуры превышали 33 и 36 градусов Цельсия очень часто, то в этом году лето выдалось туманным, дождливым и холодным. Количество по-настоящему жарких дней, когда температура воздуха превышает хотя бы 30 градусов, можно было пересчитать по пальцам. Сегодня в комментариях к сюжету мне написали: а вода-то какая чистая! Интересно, какой она температуры и когда во Владивостоке можно купаться? Друзья, Владивосток относится к курортной зоне России, и температура воды для купания очень комфортная. В разных местах Приморского края она, конечно же, разная, от 23 до 29 градусов Цельсия. Комфортнее всего, на мой взгляд, купаться в море в августе. Именно в этом месяце местные жители в большинстве своем берут отпуск и проводят его на море. Самой поздней датой, когда я закрывала купальный сезон, была дата 5 октября. Именно такие существенные различия в температурах этим и прошлым летом позволили мне собрать документальную базу для того, чтобы показать вам, как отличается летнее цветение орхидей в зависимости от окружающих температур. Да-да, вы не ослышались. Бытует мнение, что яркость и насыщенность цветения орхидей зависит от интенсивности света и длины светового дня. Но это не так, а точнее не совсем так. И поскольку мои орхидеи цветут круглый год и зимой, и летом, у нас в этом видео будет уникальная возможность сравнить зимние и летние цветы некоторых сортов моих орхидей. Причем летнее цветение мы будем оценивать в 2 номинациях – холодного лета и жаркого лета. В этом видео для вас я выбрала самые показательные варианты летних, зимних, холодно-летних и жарко-летних цветений моих орхидей. Вот какой красивый котик, пишет Галина Антонова в комментариях под видео о диком коте. Можете подсказать, такой светлый – это разновидность сорта или расцветка зависит от времени года? На ваших экранах август 2021 года и начало цветения фаленопсиса «Дикий кот» на том цветоносе, на котором он до сих пор цветет.
Первые цветы формировались в необыкновенную жару. Температура воздуха длительное время, более месяца, держалась в районе 33-36 градусов Цельсия, и даже ночные температуры существенно не понижались. Когда начали распускаться первые цветы, я обомлела. Таких светлых цветов у дикого кота в своей коллекции, в своем цветении, я никогда не видела. В первую волну цветения кот заложил 25 бутонов, и я на тот момент очень сильно расстроилась. Все 25 будут такими светлыми и невзрачными? Но мои переживания оказались напрасными. Чем холоднее становилось на улице, тем ярче раскрывались цветы. При этом и длина светового дня, и интенсивность светового потока остались на одном и том же уровне. Было лето, длина светового дня превышала 12 часов в сутки, и это были идеальные условия для цветения фаленопсисов. А вот так летом прошлого года в жару раскрылись цветки фаленопсиса пениф. Казалось бы, очень ярко, ярче некуда, что еще желать? Но оказалось, в зависимости от сорта и от влияния температур, окраска цветка может меняться как в одну, так и в другую сторону. И вот уже лето 2022 года и то же самое растение, но с цветением в более прохладных условиях. Обратите внимание, меняется не только расцветка цветка, но и даже форма цветка. Вот такие чудеса и метаморфозы с одним и тем же растением могут происходить под влиянием разных температур. Я уточню, съемки производились в один и тот же месяц года, в августе 2021 года и в августе 2022 года, то есть длина светового дня в обоих годах была одинаковой, как и интенсивность света. У некоторых сортов, особенно азиатских производителей, расцветка цветков может настолько отличаться, что даже трудно признать сорт. На ваших экранах августовское цветение прошлого года фаленопсиса Snake Skin или змеиная кожа. В то цветение цветы распускались ярко-желтого люминесцентного цвета с небольшим количеством темно-коричневых шоколадных пятен. А теперь взгляните на цветение того же самого растения в более прохладных условиях лета 2022 года. Цветы более яркие, более насыщенного цвета, темного цвета, необыкновенно красивые и ароматные. Если бы мне показали два варианта цветения этого растения вместе, я ни за что бы не сказала, что это один и тот же сорт. Более того скажу, оба эти цветения происходят на одних и тех же цветоносах, ведь фаленопсис Snake Skin – это фаленопсис револьверного типа цветения. То есть пока цветоносы не изменяют свой цвет в сторону желтого и не засыхают, обрезать их ни в коем случае нельзя, ведь с каждой новой волной цветения рост и развитие цветоносов может продолжиться. И раз уж мы заговорили о змеиных, давайте посмотрим, как меняет свой цвет в зависимости от температур знаменитая анаконда. На ваших экранах цветение прошлого года в жару фаленопсиса Zenmin Anaconda. У цветов насыщенно оранжевый цвет, мелкие крапинки и невероятный аромат.
А теперь внимание, друзья! Это же самое растение спустя год цветет на этих же самых цветоносах. Температурный фон при формировании цветов изменился, изменилась и окраска цветка. Цветы стали более желтого цвета, крапинки слились в кляксоподобные пятна, и вообще анаконду не узнать. Сколько раз вам доводилось слышать, когда любители орхидей обвиняют производителей в том, что они употребляют несметное количество фитогормонов и удобрений для того, чтобы сделать цветок более ярким и более красивым. Нет, друзья, ни фитогормоны, ни удобрения здесь ни при чем. Все дело в том, что производители поддерживают идеальный температурный фон, при котором формируются самые красивые и самые насыщенные расцветки цветов. И вот вам еще одно подтверждение. Смотрите сами. Вряд ли этот фаленопсис в моей коллекции кто-то из вас сможет узнать. И вообще непонятно, зачем такой покупать, но ничего красивого в нем нет. А вы бы купили такое растение в таком варианте цветения? Признаюсь, я бы не купила. И, наверное, многие прошли бы мимо, не только я. Но зрители продолжают смотреть видео об этом сорте на канале и продолжают высказывать свое восхищение ему. Как же так? Что видят зрители в этом сорте? В это практически невозможно поверить, но сейчас вы видите это же самое растение, но с цветением в более прохладных условиях. Ни капли удобрений, ни одного фитогормона, ничего, просто понижение температуры. И вот такая необыкновенная яркость, что даже глаза режет. А вам понравилось играть с температурами? Мы играли на понижение, а теперь давайте поиграем на повышение. Фаленопсис пират пикати продолжает свое цветение. Это цветение началось еще зимой 2022 года, и пират до сих пор цветет, доращивая свои цветоносы. Цветение необыкновенно яркое, насыщенное, очень красивое. А теперь давайте посмотрим, какими раскрывались цветы в жару прошлого года. Когда в августе прошлого года я увидела вот этот распустившийся цветок, я готова была провалиться сквозь землю. «Этого не может быть», – подумала я. Мало того, что цветок в размере почти в 2 раза меньше, так у него и цвет совсем другой, песочный вместо розового. Этот феномен цветения я показывала вам в прошлогоднем видео, и тогда в комментариях мне написали: не переживайте, цветок еще вырастет и цвет изменится. Так вот, друзья, если цветок и подрос, то совсем незначительно, а цвет не изменился вовсе. Так и доцветал мой пират пикати с такими маленькими и невзрачными цветами. К слову сказать, тот же самый пират пикати в зимнем цветении этого года с таким невероятным, необыкновенным, ярким цветом цветка. Как такое может быть, спросите вы? Все очень просто. Зимой мои растения содержатся при очень прохладных температурах. Мои наблюдения нашли подтверждение еще при одном эксперименте. В жару на закрывающемся балконе, где содержатся орхидеи, был включен кондиционер.
с постоянно установленной температурой ниже 20 градусов. Так вот, несмотря на то, что на улице температура была выше 40, на балконе все орхидеи цвели невероятно ярко. Как вы сами понимаете, ни интенсивность солнечного света, при этом ни продолжительность светового дня хозяин орхидей не менял. Как говорится, выводы делайте сами. И все-таки, а можно изменить интенсивность окраски цветка или полностью его цвет с помощью чего-то рукотворного? Производители делают инъекции красящими веществами в цветонос орхидеи или в ее стебель. Сделав укол из обыкновенной и банальной белой орхидеи, легко можно получить орхидею любого цвета, в том числе синего. Покупая такую орхидею, нужно четко понимать, что в домашнем цветении эта орхидея снова распустит обыкновенные и банальные белые цветы. И все-таки они существуют, эти синие орхидеи? Да, друзья, они существуют. И голубые, и синие, и фиолетовые орхидеи тоже. Конечно, такой цвет редок для орхидей, тем не менее он встречается и у фаленопсисов, и у ванд, и у других видов орхидей. А можно изменить цвет орхидеи в домашних условиях? Да, и такое возможно. Я веду исследование этого вопроса, и результаты меня просто восхищают. Расскажу ли я вам когда-то об этом? Скорее всего, нет. Почему? Потому что результаты моих многолетних исследований, наработок, моего опыта, моих стараний наглым образом тащат с канала все, кому не лень. Воруют, искажают, неправильно доносят до зрителя, и от всего этого мне необыкновенно больно. В надежде на возможное пробуждение совести у таких людей я еще раз напомню, что в случае, если вы используете наработки этого канала, мой опыт, мои знания, мои рецепты и результаты деятельности канала, упоминание о первоисточнике и активная ссылка на канал обязательны. И если вы скажете, что вы не запоминаете название канала, с которого постоянно черпаете информацию, то я напомню вам, что вы на канале классика орхидейного жанра. И в завершении этого видео под кадры мерно качающегося моря я напомню вам, что 19 минут вы провели в городе воинской славы Владивосток. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.